Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Александр Михаленко. И сегодня все пошло не по плану. Я выдвигался в Ливадийский дворец, но мы проехали все остановки, доехали до Кореиза. Я здесь вышел на остановке, на автостанции. И что делать? Посмотрел по карте, оказывается, здесь есть другой дворец, Юсуповский. Я в нем еще ни разу не был, поэтому, думаю, будет интересно и вам его посмотреть, и мне впервые. Подниматься туда, конечно, в горку нелегко, но мы дойдем. Посмотрел по карте, там тоже есть какой-то красивый парк. Надеюсь, он сейчас работает, открытый, чтобы нас сюда пустили, чтобы все показал. Ну, пойдемте смотреть, в общем. Иду, друзья, по вот таким указателям. Юсуповский дворец. Конечно, посмотрите, как здесь красиво расписаны стены. Вот против таких картин я не против. Вот так красиво тоже украшены гостиные дома в виде корабля. В общем, неплохо, что могу сказать. Итак, вообще, где находится Юсуповский дворец? Он расположен в поселке Кореиз, Мисхор, Большая Ялта, в его восточной части. Он окружен красивым парком с множеством различных строений и достопримечательностей. Вход в дворец оказался совсем не бесплатным, даже в его парк. Стоимость билета 600 рублей. Просто мы еще попали на большие деньги, можно сказать. Надеюсь, там будет что-нибудь интересное за такие денежки. Попадем, надеюсь, хотя бы внутрь. Тут карта гостя у нас, вот так она выглядит. Но с виду дворец красивый, согласитесь. Но на картинке, не знаю, как вживую. Так, давайте откроем, почитаю. Тут такая карта у вас будет. Ну, в общем, она сказала к пункту 7 подойти, потому что там сейчас будет группа собираться, которая пойдет вовнутрь дворца. Поэтому, если вы едете большой семьей, это прям растратно для вас будет. Для одного человека 600 рублей тоже считаю много. Могли бы чуть подешевле сделать. Ну, да ладно, пойдемте смотреть, что там. Имение князей Юсуповых – одной из самых богатейших и влиятельных династий своего времени, приближенных к императорскому двору. Когда Юсуповых вообще называли казной государства. Считалось, что их состояние больше состояния российского императора. Когда Юсуповы приобретали это имение в конце 19 века, оно было гораздо больше. Оно простиралось до самого берега моря. Это была единая цельная территория. У них был свой выход к морю и свой причал. А вы поднимались к нам по дороге мимо отеля «1001 с голубыми куполами». Вот поднимались вы по Юсуповской дороге. Только асфальта, конечно, не было. А центральные въездные ворота, или, как сами Юсуповы говорили, парадный заезд в имение, был не со стороны Нижней дороги, а со стороны поселка Кореиз. Сверху вы видели на горе памятник типа золотой? Это памятник Ленину. Вот за ним метров через 200 и стояли Юсуповские ворота. Они были красивые, кованые, увитые двумя видами французской розы, большая табличка, поселок Кореиз, имение князей Юсуповых. Все было написано очень красиво, в старорусском стиле. И такого большого дворца изначально здесь не было. Здесь было небольшое строение, которое на сегодняшний день является центральной частью нынешнего здания. И в этой центральной части мы с вами находимся. Выстроено оно было из розового мрамора, видного известняка. Это местный крымский камень. По проекту известного на тот момент архитектора Карла Эшлемана. Это русский архитектор. Родился, правда, он в Швейцарии, но всю жизнь прожил в Крыму. И именно ему Ялта обязана становлением как города. А вот в 1902 году Юсуповы приглашают Николая Краснова, будущего автора проекта Ливадийского императорского дворца. А в последующем он станет главным архитектором. Его проектов по Крыму будет реализовано около 150 и предлагают разработать проекты летней резиденции. Юсуповы здесь не проживали круглый год. Они вообще любили приезжать сюда в сентябре месяце. Раньше климат был мягче, это было самое комфортное время, когда температура воды моря равнялась температуре воздуха. То есть то, что мы называем сейчас бархатным сезоном. Краснов взялся за это предложение и через какое-то время предоставил Юсуповым на рассмотрение проект и смету. Они согласились с этим предложением, и здесь началась стройка. Краснов оставил здание, построенное Шлеманом, не стал его сносить. Его поразило
органичное сочетание существующего рельефа и самого строения. Он уже на готовых объемах пристроил западную и восточную части. Полностью строительство завершилось в 1910 году. Дворец выглядит в неороманском стиле с элементами итальянского ренессанса. Вот эта терраса была пристроена к основам Покровской семьи Юсуповых. Здесь был балкон сначала просто открытого типа с металлическим ограждением. Затем существовал вариант закрытой деревянной террасы с витражами. А мы с вами видим уже конечное, каменное, полностью открытое со стороны моря, но защищенное от дождей и ветров с востока и запада. И эти огромные боковые опорные районы с востока и запада у Юсупова были застеклены монолитными цельными стеклами без деревянных переплетов. На тот момент это была огромная сложность. И стекла отливались в Италии, а сюда доставлялись морским путем. Это остекление, которое вы видите сейчас, оно выполнено перед Ялтинской конференцией. Это свинцовый курсталь. У Юсуповых стояло много плетеной мебели, растений. Растения на зиму переносились в оранжерею. Мебель заказывали у местного ялтинского мастера Карла Шиллинга. А пол был заслан специальной благословенной зеленкой. А вот освещалась терраса не так. У них не было потолочного Вид, друзья, освещения. шикарный. А у них был нижний свет, настольные лампы и торшеры. Для того, чтобы когда вечером свет включали, и терраса была освещена, и все вокруг было видно. Если мы свет включаем, нас видно, мы видим свет окон соседних домов. Конечно, у Юсуповых открывался великолепный вид. Раньше же не было такой многоэтажной застройки. Все строения, которые были в зоне видимости из окна, они не портили панораму и не мешали взору. У Юсуповых ведь на территории не только был этот дворец, у них были и хозяйственные постройки, были порядка 15 гостевых домиков, плюс еще 2 миллиона дачи, которые Юсуповы сдавали. Перешли с вами в восточную часть дворца, попали в сам апартамент Сталина. Это единственный апартамент во дворце, который имеет сразу 2 входа и выхода. Можно было, так как мы с вами, зайти через центральный вход и по коридору попасть сюда, но есть еще быстрый непосредственный выход на улицу, дверь вот, но вы зашли, на нее даже внимания не обратили, потому что она специально со стороны комнаты декорирована как окно. Но вы ее прекрасно видели со стороны площади. Там еще сидят 2 льва, очень отличающихся от всех остальных. Это единственные львы, которые изготовлены немецкими мастерами. Все остальные это итальянцы. Так вот, этой двери у Юсуповых не было. Если смотреть со стороны площади, вместо двери была такая неглубокая ниша, украшенная бронзовой скульптурой, девушка с рыбкой над головой, работа эстонского скульптора и художника Амандуса Адамсона. Это тот же автор, что выполнил известнейший памятник затопленным кораблям в Севастополе на Приморском бульваре, кто знает. Эту дверь пробили по приказу Сталина перед Ялтинской конференцией. Он любил помещение, имеющее не один выход. Обычно никто не знал, кроме начальника личной охраны, классика из каких дверей, когда выйдет Сталин. Но это еще один из принципов построения грузинского дома. Сам апартамент состоит из 4 комнат. Мы с вами в самой большой холл, гостиная, приемная, как угодно. Комната отдыха, спальня Иосифа Виссарионовича также имеет еще один выход в коридор, где перед шкафом. Обстановка более чем скромная. Человек не любил никаких излишеств, изысков, довольно аскетичного образа жизни был для него. Самое главное, чтобы все было продумано и удобно. Это действительно мебель сталинской эпохи. Она изготовлена на московской фабрике «Люкс». Фабрика до сих пор занимается выпуском мебели, но работает только по государственным заказам. Спальня – это мебель из ореха, а это модное на тот момент дерево карельская береза. Напротив, вход в рабочий кабинет Сталина. Вы можете заходить, смотреть до красного ограничителя. Фигура Сталина изготовлена в Санкт-Петербурге.
Она у нас довольно реалистичная, передано эмоциональное выражение лица и соблюдены физические параметры. Он не был человеком высокого роста, он даже с фотографом предъявлял требования фотографировать его немного снизу, чтобы он казался выше. Ну и четвертая комната. Там написано, конечно, зал совещания, но для зала это слишком мало. Это обычная переговорная. Причем в узком кругу, в узком составе, в кругу своей делегации. Сталин ведь довольно тщательно готовился. Я прям перепугалась. А что прямо ничего себе. Память о подвиге героев, чьи портреты вы уже видели на Аллее Славы. А здесь представлены портреты маршалов Победы, именно те, кто награждены орденами Победы. Внизу города героев, в той последовательности, в которой звания присваивались городам. На противоположной стороне награды, которые награждали во время войны. И по южной стене здесь много снимков известного военного фотокорреспондента Евгения Хандея. Он прошел всю войну, и именно его легендарный снимок, как Егора Факантария, водружали знамя Победы над куполом Рейхстага, облетел весь мир. А фортепиано, словно настоящее в углу, это фильм от Циммермана и Эшенбург, 1914 год выпуска, но привезено сюда было в 1945 году для наркома иностранных дел Вячеслава Михайловича Молотова. Молотов – это партийный псевдоним, он Скрябин. Наряду с тем, что он был талантливым политиком, искусным дипломатом, он был прекрасным музыкантом, обладал абсолютно музыкальным слухом, играл на клавишных и на скрипке. Ну и в заключение мы с вами теперь пойдем из восточной части дворца в западную. Очень красивую белую столовую. Ну вот это и есть белая парадная столовая, именно так она называлась у Исуповых. Здесь очень много сохранилось с их времени. Не было, конечно, обоев, это современная штукография, у них была просто рельефная штукатурка. Паркет это вообще 80-е годы, у них был паркет, но абсолютно скромный, без рисунка, основная часть пола все равно была закрыта огромным ковром. А весь акцент сделан на красоту ажура. А вот все эти ажурные детали в восточном стиле, в таком растительном орнаменте, это все, конечно, юсуповское родное, это специальная отливка из особой композиции гипса. То есть это все фрагментами отливалось, а затем, как
связанная с Ялтинской конференцией. Это и узкие дипломатические встречи, и совещания министров иностранных дел, и заседания военных специалистов. Но здесь все проходило в абсолютно закрытом формате, то есть никаких средств массовой информации здесь не присутствовало. Но, как следует из архивных документов, что именно в этой столовой на совещании министров иностранных дел была решена судьба послевоенной Европы, разделение сфер влияния между странами-победительницами, судьба военнопленных. Ну что, друзья, послушали немного истории, теперь давайте пройдемся по территории дворца. Посмотрите, какие здесь стоят львы на входе. Раньше у них глаза были изумрудные, из настоящих изумрудов. Но сейчас, как видим, это уже не настоящие изумрудики, это уже закос под них. Вот такие львы. Просто огромных размеров, посмотрите. Стоят на входе. Так, ну давайте пройдемся, чтобы у нас полностью открылся вид на дворец на этот. На территории здесь растет 3 пальмочки. Мне интересно по саду походить. Где здесь такой бассейн я видел на фотках, а где он? Вживую бы увидеть его. Ну, конечно, друзья, природа ЮБК очень-очень шикарная. И, конечно же, стоит здесь побывать. Я в этом дворце впервые. Вот сейчас мы вместе с вами здесь ходим, гуляем. Здесь все украшено прям этими львами. Вот мы уже подходим к фонтану. Смотрите. Видимо, он был разрушен, потом его склеивали. Посмотрите на эту природу, друзья, на эти елочки. Какие они насыщенно, такие зеленого цвета. И, кстати, на входе с другой стороны тоже растет секвойя. Обязательно сейчас к ней подойдем. Потому что вы знаете мое отношение к секвойям. Обожаю эти деревья. Вот такой здесь у них бассейн, говорю, фонтан. Вот у него в руках 2 рыбки у мальчика, и из них изо рта текла водичка. Но летом он не работает, сейчас, к сожалению, не работает. Слышите, в деревьях сойки. Очень много, кстати, уже птиц у нас. Весна настоящая на дворе. Так, вот он сам главный вид на этот дворец. Смотрите. Давайте фонтан захватим. Конечно, красиво. Не зря я пошел на экскурсию, узнал много интересного. Вы тоже приходите, послушайте, пройдитесь по этим историческим местам, друзья, не пожалеете. Конечно, здесь прекрасно. Так, и в какую сторону нам двигаться, чтобы что-нибудь еще интересненькое увидеть? Ладно, давайте пойдем. Я не знаю, куда пойдем, сейчас карту откроем. Пока тут еще одни львы какие-то другие, давайте я вам тоже покажу. Смотри, как деревья красиво подстрижены. Огромное дерево, и вот так его подстригли. Просто красота. Вот такие, друзья, скульптуры здесь находятся. Трогать скульптуры запрещено. Но выглядит просто невероятно. Очень круто. Вообще не жалею, что пошел сюда. Кстати, здесь дверь почему-то опечатана. Видите, стоит печаточка. Проходить туда нельзя. Интересно, что было там. Вы только посмотрите, какие здесь высокие, пышные кипарисы стоят. Вот это настоящая кипарисовая аллея, я считаю. Вот так она должна выглядеть. Просто с такими гигантскими кипарисами. Невероятно, друзья. Ну, блин, метров 20-25 точно есть. Так, давайте пойдем смотреть секвойю. Вот такой здесь сад. Как видим, кустики все подстрижены. Все ухожено, все очень-очень красиво. И мне уже здесь нравится. Уже не жалею, друзья, что отдал 600 рублей. Потому что крымская природа, она того стоит. Смотрите, все нужно, конечно, приехать весной, когда все зацветет. Когда будут цветы, тогда, конечно, вы увидите больше красоты. Но тогда будет больше людей. Это будет уже совсем не то. А сейчас, когда мы здесь с вами, считай, одни, нас тут 4 человека ходят на территории, и все. Вот это действительно круто. Вот, друзья, первая секвойя маленькая. Или не секвойя-то, но она похожа очень на секвойю, но это не секвойя, оказывается.
Возможно, секвой, но какая-то другой ее подвид. Посмотрите, вот ветки прям как у секвой идут, но ствол не похожий. Ну ладно, идем. Я видел с окна большую, где-то высокую секвою. Так, и с какой же она стороны была? С какого окна мы смотрели, непонятно. Ладно, отыщем сейчас. Тут еще один фонтан внизу, сейчас к нему спустимся. Вот такая, друзья, красота, конечно. Видите, тут высажены розы, потому что сейчас зима, и они цветут. Но смотрите, что у нас зацвели уже нарциссы. Просто на дворе февраль, в Крыму цветут нарциссы. Обычно у нас, когда я жил в Луганске, они только по весне цвели, на 9 мая. Друзья, какой аромат от них исходит, это просто фантастика какая-то. Не передать вам. Крымская весна уже началась. Конечно, вид у них с окон был просто потрясающий на море. Со столовой там на зубцы Айпетри. Прикиньте, вы сидите, едите, и у вас вид на зубцы Айпетри. Так, давайте сюда поднимемся. Конечно. Вот, да, мы были на вот этом балкончике наверху. И оттуда открывается шикарный вид на море. И вот она, секвоя наша, растет. Вот, друзья, видите? Прямо по курсу высокая. Это именно она. И там просто море. Погодка сегодня замечательная. Именно для прогулок. Вон вверху, смотрите, зубцы Айпетри. Вон они, там еще на камере не видно, наверное, но крест я вижу, там на горе стоит. Вот в таком, конечно, месте бы жить, иметь либо дачку, либо домик, я бы очень хотел. Я думаю, что каждый бы хотел здесь жить. Такая красота, ребята. К сожалению, над дворцом нельзя запустить квадрокоптер. Мы бы с вами все облетали, но его могут сбить сигнал, и он улетит в море. У нас недавно случился случай на Меганоме. Мужчина запустил свой квадрокоптер, и он просто улетел у него, чтобы вы понимали. Поэтому это рискованно запускать их в таких местах, тем более, где правительство собирается. Вот, друзья, на секвойя. Какая красота. Просто высоченная. Природа здесь потрясающая. Не зря приехал, не зря мы проехали нашу остановку с Ливадийским дворцом. Его я тоже обязательно вам покажу. Но в этом дворце я впервые в своей жизни, честно скажу, мне здесь понравилось. Здесь такая тихая, умиротворяющая обстановочка. Просто ты идешь, наслаждаешься этой природой, этой историей. Но я не знаю, как вам описать эти чувства, друзья. Вам однозначно нужно самим здесь побывать, чтобы все самим прочувствовать. Я очень остался довольный. Мне все понравилось. Конечно же, еще сюда когда-нибудь вернемся и запишем видеоролик. Я думаю, что летом тоже поездим, либо весной, когда все расцветет, все эти дворцы преобразятся, точнее их территория, когда здесь будет красиво. Так, друзья, у нас уже и подснежнички цветут. Сейчас по газонам ходить, конечно же, не будем. А сделаем приближение, если оно сработает, конечно, здесь. Нет, друзья, не работает. А нет, работает. Вот, подснежники цветут. Все, в Крыму весна. Но в марте еще может выпасть снег, чтобы вы понимали. Так, здесь еще журчит водичка какая-то. Наверное, тоже какой-то фонтан. Пойдемте посмотрим его. Я знаете, кому завидую? Людям, у которых вон там, на краю скалы, домик. Просто счастливцы. Счастливые люди, которые здесь живут, согласитесь. Так, пойдемте дальше по территории. Вот здесь у нас такая поляна роз. Вот желтые розы, две цветут. Вот такая сосна, тоже гигантских размеров, выглядит очень красиво. И вот такой здесь вход. Ну, территория мне нравится, друзья. Я очень люблю природу, а тем более, когда за ней вот так ухаживают, это место просто невозможно не полюбить. Здесь у нас какой-то фонтан, он даже работает. Давайте подойдем поближе. Вот здесь уже стоит девушка.
У нее в руках тоже рыбка, и изо рта у рыбки бежит вода. Друзья, как прекрасно, здесь вообще нет людей, мы с вами одни, считай. Такое наслаждение получаешь в таких местах. Это просто неописуемо. Посмотрите, как же здесь круто. Жаль, что в бассейне здесь рыбки не плавают еще. Но красота просто неимоверная. Друзья, что я увидел? Возвращаемся обратно. Там у нас целая бамбуковая роща. Я тоже обожаю бамбук. Подойдемте к нему поближе, посмотрим. Друзья, если вам нравятся вот такие экскурсии по таким местам, я прошу вас максимально поддерживать видеоролик, делиться им в своих социальных сетях. Это очень-очень помогает в продвижении канала. Также можете отправить его в Viber, в WhatsApp, всем своим контактам. Пусть тоже смотрят Крым вместе с вами. Вот, друзья, посмотрите, вот так растет бамбук. Здесь бамбуковая роща целая. Вот он. Просто красота. Смотрите. Во всех таких каких-то дворцах везде есть бамбук. Но он выглядит круто. Мне кажется, так он дорого, круто выглядит, согласитесь. Бамбуковую рощу свою иметь. Обязательно, когда у меня будет дом, если он будет, высадим там бамбуковую рощу. И вот такой вид на дворец с этой стороны. Потрясающе выглядит. Так, ну давайте еще по территории пройдемся немного. Ой, друзья, еще у нас такой дождик с утра проморосил, и такой воздух сейчас просто. Я не могу им надышаться. Супер, посмотрите, как же здесь красиво. Нереально. Здесь где-то находится памятник Ленину. Сейчас постараемся до него дойти, чтобы обходить все здесь интересные места и показать все это вам. Конечно, уход за парком шикарный. Мне нравится, как они здесь стригут деревья. На дорогах нет ни одного листочка. Все убирается. В общем, молодцы. И, кстати, здесь еще деревья. Видите, все подписаны. Гранат обыкновенный. Но если обыкновенный, то значит он растет у нас в судаке. У нас во дворе тоже в судаке растет гранат. В этом году было много, кстати, плодов. Ели свой домашний гранат. То, что у нас легерстремия индийская. Кто знает, что это, напишите. Ну, друзья, здесь уже тоже приходят туристы, как видим. Вот смотри, как красиво здесь выстригли цветы. Цветы, говорю, кусты. Давайте пройдемся. Здесь есть тропинка. Она ведет прям сюда. О, вот, друзья, секвойя, к сожалению, она уже пожелтела. И, скорее всего, наверное, она уже засыхает. Но секвойи, как видим, все высаживали на ЮБК. Блин, жаль, конечно. Даже полив ей сделали здесь, посмотрите. Есть полив. Но, к сожалению, даже полив ее не спасает. Видите? Высыхает. Мне на это прям больно смотреть. Что секвойя вот так просто высыхает. Такие деревья шикарные. Вот еще здесь с этой стороны она здоровая, посмотрите. Здоровые веточки. А здесь они уже пожелтели, к сожалению. Так что-то телефон перестал сам фокусироваться. Смотрите, как же здесь красиво, друзья. Я просто не могу вам все это описать. Мне здесь безумно понравилось. Стоит своих денег, поэтому всем рекомендую побывать. Ну, конечно, если семья большая, то это прям будет супер дорого для вас. Природа просто потрясающая. Посмотрите, какая зелень. Там тоже внизу еще один фонтанчик. Посмотрите вот на это дерево. Это вечно зеленое дерево. Даже зимой его листья такого цвета. Это магнолия крупноцветковая. Если сюда приедете летом, тут будут такие огромные белые цветки. Не летом, а когда она зацветет. Я постараюсь поймать этот момент и показать обязательно его вам. Как цветет крымская такая магнолия. И еще одна бамбуковая роща. Вот она внизу у нас. Там, где фонтанчики. Давайте отправимся в ту сторону. Рассмотрим ее поближе.
Да, друзья, конечно, природа меня это прям очень радует. Здесь такой воздух. Я не могу вам его описать, вам нужно его самим почувствовать просто. Такая красота. Смотрите, как же здесь красиво. Как они красиво так выстригли эти кусты. Просто слов даже нет. Но это, кстати, не секвойя, так подозреваю. Кто знает, что это за дерево, оно очень похоже на секвойю. Возможно, какая-то ее разновидность. Но шишки совсем не похожие на те, которые росли на секвойе. Так, пойдемте к фонтанчику посмотрим, что здесь. Вот этот зимний фонтан, кстати, работает. Здесь еще есть дворец Голицына, но он находится немного в другой стороне. Вот, так, друзья, просто красота. Чувствую себя вообще не в Крыму. Посмотри на эту рощу бамбуковую. Мне просто не хватает слов. Здесь, кстати, установили пандочку вот такую. Ассоциация с Китаем. Красота просто. Вот такой, друзья, Крым я обожаю. Согласитесь. На это тоже можно смотреть вечно. На крымскую природу. И нужно приезжать, конечно же, в межсезонье, чтобы по полной ей насладиться. Потому что летом вот так спокойно будет жарко, вы так не погуляете комфортно. Вот сейчас самое время, чтобы комфортно погулять по Крыму, по его достопримечательностям и по полной насладиться этими шикарными местами. И вот здесь рядом с Юсуповским дворцом находится дворец Голицына. Ну, так указано на табличке. Не знал, что у Голицына есть какие-то дворцы, но вот такой домик у Голицына. Посмотрите. И вон наверху стоит Ленин, друзья, туда нам не добраться, очень много нужно обходить. Вон, видите? Мы лучше к морю отправимся. Здесь на территории есть бассейн, но написано, купаться в бассейне запрещено. Вот такая колоннада стоит. И это как смотровая площадка с прекрасным видом на море. Конечно, виды потрясающие в этих местах. Красота. Вот, друзья, море. Но здесь, конечно, на территории есть сад. Давайте пройдемся возле сада. Покажу вам его поближе. Так, это, походу, лаванда растет, да. Горная крымская лаванда. Давайте сейчас такой общий ракурс сделаю на его дом, на его дворец. Вверху вон Ленин стоит. Вон, кстати, канатная дорога, зубцы, Айпетри. Там в горах еще лежит снега немного. На выходных, кстати, передавали минусовую погоду, поэтому поедем тоже на Айпетри, съездим. Должен снег там пойти. А внизу у нас сейчас тепло, не знаю, градусов плюс, наверное, 15. Я вот иду, мне очень жарко в этой куртке легкой. Очень жарко. Вот, друзья, вот это лаванда. Она тоже цветет. Нужно приезжать, когда она цветет. Когда будут фиолетовые такие синенькие цветочки, очень красиво будет. Как видим, капельное орошение, все поливается. Ну, конечно, такой сад нужно поддерживать в порядке. Вот цветут розы. Февраль месяц на дворе, напоминаю. Конечно, красота здесь, в этих местах. Ну что, я думаю, пора нам отправиться к морю. На дворцы и дома Голицыных и Юсуповых мы уже посмотрели. Теперь нам нужно посмотреть море. Конечно же, куда же без моря в Крыму. Все, друзья, отправляемся прямиком к морю. Буду вам все там показывать. Выходим на самый знаменитый пляж Мисхора, который называется Русалка. Именно в этом месте, прямо в море, на камне установлена фигура русалки с ребенком. Сейчас как бы туда нам спуститься, чтобы поближе ее рассмотреть. Смотровой площадки. Так, спуска здесь особо нет. Вон, видите, вдалеке. Сейчас, друзья, подойдем. Минуту, подождите. Кстати, спуск оборудован для людей с ограниченными возможностями. Это прям очень-очень хорошо. Потому что они тоже смогут побывать на пляже. Пляж галечный, посмотрите, какая вода. Какой цвет у воды, друзья. Обожаю море. Просто фантастический цвет. Бирюзовый прям, посмотрите. И вот здесь в море находится скульптура русалки с ребенком.
что является неофициальным символом Мисфора. Ее печатают на всех магнитиках, на сувенирах. Вы везде могли, скорее всего, видеть, если были в Мисфоре. И это любимый пляж местных жителей. Они сюда приходят, купаются. Я здесь, кстати, на этом пляже давно был, когда начинал свою блогерскую карьеру. Так скажем, у меня даже отсюда есть видеоролик. Можете его найти на канале. Вот такой здесь пляжик. Ладно, давайте пройдемся чуть дальше. Сейчас зайдем в Мисфоровский парк, посмотрим, что там в парке. И я думаю, что уже здесь, наверное, можно будет запустить нам квадрокоптер. Надеюсь, его у нас не уведут, а дадут полетать свободно. Но цвет моря просто меня поражает. Посмотрите, какая вода. Просто нет слов, друзья. Просто наслаждайтесь этим морем. Шумом прибоя, друзья. И цвет, конечно, меня поражает здесь. В Судаке не такой цвет воды. Скорее всего, это связано из-за того, что тут галька внизу белого цвета, светлого. И получается вот такой интересный цвет у воды. Конечно, красота просто. Так, давайте на край буна зайдем. Море сегодня спокойное, не штормит. Смотрите, с этого здесь вот вода прям прозрачная, все дно просматривается, камни, хотя глубина приличная, метра 2-3, наверное. Просто красота. Посмотрите наверх, что у нас вверху находится. Гора Айпетри, вот ее зубцы, там тучки, и она, вот видите, немного покрыта снегом еще. Хотя внизу здесь тепло, плюс 15 градусов на улице. И вот такая красавица Айпетри, просто нереально красиво. Конечно, жить в таком месте это просто счастье. Наверное, тут одни счастливцы живут местные жители. Повезло им в таком месте родиться, либо приобрести себе домик. Особенно вот в этом, я думаю, домике. Я, конечно, против вот таких домов возле моря, но жить бы в таком хотел. Красота, посмотрите. Завтра пойдем купаться в море, если шторма, конечно, не будет. Думаю, на рассвете сходим и искупаемся. Главное, чтобы солнышко было. Так, давайте приближу вам ее. Видите, с ребенком на руках.
Добрались до Мисхоровского парка. Вот так он выглядит сегодня. Посмотрите, здесь тоже красиво. Помню, я здесь когда-то был, здесь были пальмы прям в плохом состоянии. Сейчас посмотрим, изменилось что-то здесь или нет. Но мне кажется, что пальмы стали выглядеть получше. У них хотя бы появились листочки наверху. А раньше здесь просто такие стволы деревьев были. Вот такой, друзья, парк. Ну, в принципе, тоже ухоженный. Видно, что за ним ухаживают. Есть скамеечки, есть урны. Куда выбрасываете мусор, не бросайте мусор мимо урн. Вот так, друзья, здесь красиво и круто пройтись зимним днем по этому парку. Вот здесь газончик, посмотрите, прям я рад. Вот такие, видите, вот эту пальму одна осталась такая, без листьев. А раньше они все вот здесь такие были, но, как видим, пальмочки теперь в хорошем состоянии. На них появились листочки, и это круто. Крымская природа просто бесподобна. Посмотрите на всю эту зелень. Как же здесь красиво, друзья. Просто фантастическая красота. Обязательно побывайте в Крыму. Вот вам, кто просил Мисхор, чтобы я показал, вот я вам показываю Мисхор. Вот такой здесь парк. Такие газончики, зелененькие, чистые. В общем, красота. Давайте немножко дальше пройдемся. Здесь очень интересная клумба. Посмотрите, как они ее оформили. Я не знаю, живых она цветов или нет. Сейчас попробуем с вами. Скорее всего, наверное, нет. А может, это, да, друзья, она из живых цветов. Посмотрите, какая клумба. Первый раз такое вижу. Живая трава, живые цветы. Вот это, конечно, круто. Я такого в Крыму нигде больше не видел. Красота. Так, олеандр обыкновенный. Вот он позади растет. Дерево олеандр очень красиво цветет. Нужно приезжать сюда, конечно же, весной, чтобы полюбоваться всей красотой этого парка по-настоящему. Да, друзья, там наверху должна быть смотровая площадка. Давайте подойдем поближе и рассмотрим ее. Так, в этом парке есть смотровая площадка с видом на море. Сейчас покажу вам виды, которые открываются с этой площадки. Кстати, что я могу сказать? Парк изменился в лучшую сторону, друзья. Здесь появились скамейки, здесь практически нет мусора, появились урны. Посмотрите, даже урны новенькие поставили. В общем, молодцы администрация, что ухаживают за парком. Потому что, когда я здесь был, не знаю, года 2, наверное, назад, либо 1,5, здесь этого всего не было. Здесь была куча листвы, куча мусора. А сейчас прям чисто, приятно пройтись. Поэтому молодцы, кто за ним ухаживает. Ну и, конечно же, вот такой видок на море. Но здесь у нас какая-то станция находится, причал. Но главное, что видно море. Вот оно, друзья. Но, конечно, молодцы. Здесь такая прям зона отдыха. Много скамеек. Вот такие крымские котейки уже здесь у нас подбегают к нам. Мисхоровские. Так, давайте еще немножко пройдемся по парку, посмотрим, что здесь. Смотрите. Тоже подстрижены все кустики. В прошлый раз точно такого не было. Просто красота. Этот парк городской, свободен, вход сюда бесплатный. Поэтому можно свободно приехать в любой день, в любое время, прогуляться, пройтись. Здесь тоже шикарнейшая природа, очень много кипарисов. И, друзья, самое главное, что здесь такой насыщенный воздух. Просто красота. Тут какой-то фонтан еще установлен. Давайте подойдем поближе. Но он, скорее всего, зимой не функционирует. Но ничего, хотя бы посмотрим на него и так. Но парк, честно говорю вам, изменился. И это хорошо, что Крым меняется, все делают. По крайней мере, на этом поселочке это заметно уже. Воочию можно увидеть. Вот такой здесь фонтан. Думаю, что летом он работает. Но еще какие-то, кстати, работы проводятся зимой в межсезонье, потому что летом проводить никакие работы нельзя, потому что приезжают отдыхающие, должна быть тишина, спокойствие, отдых. Ну, друзья, красота. В эту часть я уже не помню, я вроде бы не ходил никогда. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Кстати, первый город, в котором я вижу, что работает нормально ливневка. Она не забита, вода с гор вот Сальпетри стекает себе спокойно. Нужно, конечно, это водозабор помещать, чтобы она скапливалась где-то. Но она просто ходит в море. Но и то хорошо, потому что все-таки ливневки забиты. И когда идет, допустим, дождь, вся эта вода течет по асфальту. Все мокрое, всю грязь несет, в общем, на асфальт. Это не есть хорошо.
Так, здесь снизу тоже какой-то огромный фонтан. Наверное, он тоже не функционирует пока. Так, идем дальше. По газонам не ходить написано. Мы не ходим по газонам. Ну, друзья, прикольно. Здесь тоже интересно, кстати. Красиво, согласитесь. Вот такая крымская природа. Просто нет слов, чтобы вам все это описать. Надеюсь, камера хоть немного вам все передает. Посмотрите, какой проход. Тоннель такой сделали. Ой, здесь еще птицы прям в нем живут. Воу, красота. Зеленый тоннель. Просто посмотрите на эти листочки. Здесь, правда, куча птиц, они прям вот рядом с нами летают. Эх, как же тебя подснять? Никак, улетает. Там выходишь, скамеечки, деревья. И пальмы даже есть, наслаждаешься. Посмотри, какие необычные здесь кипарисы, они тоже высокие и пышные. Вот такие огромные просто кипарисы. Так, что у нас дальше там? Дальше я тоже не ходил. Парк, оказывается, не маленький. Большая у него территория. Есть где прогуляться. Так, друзья, смотрите. Здесь тоже у нас зеленые такие газончики. Вот такие газоны, даже приятно смотреть на них, когда зелень есть. Здесь какие-то поставили камни, походу, чтобы машины туда дальше не проезжали. Растут такие высокие сосны. Красота. Вот я иду и наслаждаюсь этой природой. Обязательно тоже приезжайте. Насладитесь с ней. Вам тут точно понравится. Посмотрите. Эти кипарисы. Такие все ровненькие. Так, что у нас? Я уже видел какой-то павлина интересного. Давайте подойдем посмотрим. Он не живой, друзья. Так. Но выглядит очень интересно. А как к нему подойти? Вот смотрите, скульптура павлина, к сожалению, не восстановленная. Он без головы, друзья. Голову вандалы ему снесли. А выглядело бы супер. Надеюсь, администрация к лету его восстановит. Потому что действительно прикольное такое место. Выглядит он неплохо. Прям сочетается с этим парком. Посмотрите. Но голову нужно ему восстановить. О, вот это дерево. Вы мне написали, что это земляничное дерево, которое без коры. И вот так на него можно полюбоваться бесплатно. Просто в парке Мисхора. Посмотрите, какое дерево. Вот такие, друзья, чудеса встречаются здесь, в Мисхоре. Красота. Ну что, друзья, вот такое незапланированное путешествие в Мисхор у нас сегодня получилось. Надеюсь, видеоролик вам понравился. Прошу вас, максимально его поддержите. Отправьте видеоролик в свои социальные сети, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также отправьте его в WhatsApp, Viber своим друзьям, чтобы они посмотрели на Крым. И приглашайте на канал каждый, кто посмотрит видеоролик, что пригласил по 3 человека. Нас уже 107 тысяч, друзья, 107 тысяч. Идем только вперед. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь, потому что я продолжу и дальше показывать такие интересные места в Крыму. Ну и все, с вами был я, Александр Михаленко. Встретимся уже завтра в новом видеоролике. Всем пока!